У всех начинающих музыкантов очень много амбиций. Все хотят быть гитаристами, вокалистами. Кому сложно 6 струн, тот хочет стать басистом. Извини, Паш. А барабанщиками, которые сидят на заднем плане, быть, в общем-то, никто не хочет, поэтому барабанщиков всегда не хватает. Я хотела бы стать музыкантом и играть на барабанчиках. Я послушал в 5 лет пластинку Led Zeppelin 4 и подумал, что круто быть барабанщиком. Не знаю, у меня уже опыт был игры, точнее пения, поэтому, наверное, нет, вернуться уже не хочу. Когда ты видишь музыкантов самих, да, то есть ты невольно в эту сферу вливаешься, то есть ты хочешь быть на сцене, ты хочешь стать вот этой вот личностью, которая просто заряжает зал, да, вот как, например, там Дора. Анджела Госсел, да, вот сместить Анджелу Госсел, очень даже бы замечательная идея была, да, как она в свое время. Revolution begins! Ну, что-то в этом роде. Вот, ну, Гроулом хотел бы, да, и какую-нибудь такую команду сильную, да, и сразу же ворваться и просто вот разорвать зал, да. Я когда-то ходила в музыкальную школу. Курсы фортепиано. Пела, гуляла? Нет, я была маленькой. Я хочу научиться играть на всем, но в первую очередь, конечно же, на гитаре, как любой поклонник рок-музыки. Я очень хочу сильно научиться играть на барабанах, потому что это мой самый любимый инструмент. Вообще мне нравятся и клавиши, и барабаны. Не люблю гитару. Мне кажется, там сколько там, 5 или 5? Там 6 струн, и это очень трудно как-то пальцами зажимать, мозоли, мне кажется. Ну, как-то неинтересно. Это все, что я, к сожалению, летать умею. Лучше барабаны привчишь, там, столько адреналина. Нет, все-таки больше петь, да. Ну, если бы и на инструменте, то на барабанах бы, только мутузить было бы отлично. Я думаю, что люди занимаются музыкой, потому что она доставляет им удовольствие. Может быть, кто-то хочет стать популярным, попасть в телевизор. Ну, для начала хотят теток побольше. Чтобы больше давали. Ну, естественно, не в экране. Мне очень хочется верить в то, что все-таки не только тетки, успех какой-то, все-таки отдушина какая-то, да. Я захотел играть в блэк-метал. Правда, не ради теток, потому что это могильная ужасная музыка. Чисто для души.
Все это от увлечения музыкой с детства. Вот такой вот, который там сзади. О, там же Коля Басков, точно. Это всегда от души, это всегда любовь к искусству, желание выразить себя через творчество, через музыку. Принесли мне кассету Металлики в 9 классе. Ну, мне тоже. Меня проперло вообще. Я послушал, так нифига себе, думаю, круто. Вот, потом начал дико тащиться по Металлике, там, по Megadeth, там, по Iron Maiden, по прочей олдскульной фигне. Я пришел в гости к своему дяде, мне было лет 13. Вот. Увидел у него акустику, и мне дико захотелось на ней поиграть. Мне подогнали книжечку такая, есть Fan But True про Металлику. Мне вообще что-то дико захотелось сесть за барабаны именно. Вытащил себе палочки такие деревянные, по коробкам стучал по всяким. Случайно получилось. Встретил человека, который говорит, давайте буду учить на бас-гитаре играть. Да, образование я вообще виолончелист. Это был проект под названием Painful Memories в середине 90-х годов. Клавиш мне пришел уже в проекте Азерот. Когда уже возникла идея заняться проектом Фергейтинг, вот как бы появилось все вот это. Уже скорее электропродюсер. Полгода я не доедал на стипендию и купил себе первую электрогитару. И потом начал заниматься музыкой, которая мне лично нравится. Пощупал электроху, короче. Блин, чуть ли не эрекция случилась вообще. И все, и понеслась теперь. Флейты, чем они отличаются? У нас есть как бы флейта от музыкальной школы, да? Если дешевых, только вот эту могу посоветовать. Как бы от души. Ну вот, от всей души. Там лучше вот тут. Дудочки, свистелки, бубелки, шумелки. Ходит такая поговорка, что на каждого жителя Петербурга приходится по 5 рок-н-ролльных групп. Ну, группа, потому что так веселее, потому что так проще, больше шансов пробить стену. Люди объединяются в группы, объединяются в разном возрасте. Кто-то приходит к музыке в 14 лет, кто-то приходит к этому в 20 лет, кто-то в гораздо поздние сроки. When I started, my first band I had when I was 6 years old. Человеку творческому, ему в любом случае нужна какая-то самореализация, ему нужно дать выход его энергии, и все-таки это определенная форма досуга. Чтобы это было смешно, как-то весело, и чтобы это было с каким-то смешным текстом, смешным посылом. Ну, я до этого еще КВН много занимался, поэтому вот решили все-таки в музыкально-комедийное, вернее, в комедийно-музыкальное направление уйти и создали вот такую группу. В первую группу меня взяли не потому, что я хорошо играл, а просто был высокого длинного роста. В 7 классе, накануне Нового года, меня собирались очистить из школы. Подрался с одноклассником, разбил ему лицо очень сильно. Нужно что-то предпринять срочно для того, чтобы меня просто не выгнали. Я взял и собрал музыкальную группу. Выступили на смотре художественной самодеятельности в школе, заняли первое место. Классный руководитель решил меня оставить. Я внезапно взял в руки барабанные палочки, потому что посчитал, что это будет интересно. И начал стучать. И потом мне понравилось, и я взял в руки гитару. И стал гитаристом. А потом я стал барабанщиком, а вот теперь я басист. Как бы, ну такие... Тебя выдали бас? Я сдал тест на IQ, и мне сказали, что количество баллов басист. Про нас много анекдотов и так далее. Вот тупой, молчаливый. Фау стал как телегу, как паук, например. На самом деле я был вокалистом еще немножко, но... Чтоб телки давали. It was just to be more cool. That was the only reason. Like, all the cool persons were rock stars and they had long hair. Звезды — это уже гораздо больше коэффициент популярности, та звезда, которую даже мы имеем, очень неплохая. Не идет никакой сравнение популярности.
Вообще круто, да, когда ты нравишься людям. Это не фани, ты просто бог. Например, идешь по улице, тебе говорят, вот такие клевые, можно автограф, можно с вами сфотографироваться. Ты такой стоишь, пьешь пиво, тебе подходит, о, ты какой, дай автограф. Вот это. Дай попить пиво. Ты стигматы, Рок-звезды — это те люди, которые качественно играли свою музыку и попали в свою волну. То есть это, Валера, Кипелов в первую очередь. Да подожди ты, блин! Они должны ездить в мировые турне, жить в шикарных гостиницах. И вести неправильный образ жизни. Где здесь дешевая водка? Пиво, водка, пиво, водка. Обязательно выкинуть телевизор, Низко очень. Если бы мы на 6 этаже были, то запросто. Кстати, да, вообще клевая тема. Телевизор не лезет в окно, вот проблема реально. Мы бы выкинули. Раньше почему все выкидывали телевизоры в окна? Потому что туда пролезали. А теперь дилемма. Такие телевизоры, такие окна. Телевизор размером с 2 холодильника. Я действительно пытаюсь сдвинуть его с места, мне не получается. We tried once, but it didn't fit. So it's great. So we threw the remote control. Валера Кипелов, он рок-звезда. Ну и Дима Билан, блядь, что ты это пиздец? Рок-звезда. Это я. Позвони мне. Смотрите. Рок-звезда — это Эмми. You know, living from Motorhead. Не просто на сцене рок-звезда, он и в жизни рок-звезда. Пьет, постоянно курит, занимается сексом со всеми подряд, угорает всячески. Вот это вот рок-звезда. Но прежде всего рок-звезда — это и я. Потому что настоящий рок-музыкант, он должен материться, например. И говорить, например, дальше угорать, адово. Пить портвенюгу, как бы крымские вина. Да, отлично. Вот только что приехали в город-герой Севастополь, например. Сейчас будем фотографироваться около паровоза, на котором Грэм написал надпись. Понятно, как планируем захуячить вот этой пушки, например. По туркам? Да, по туркам, чтобы Пьем, ребята, пьем. Слава России! Слава всем нам! Ура, товарищ! Здоровье. Кто больше всего выпил водки, тот и рок-звезда. Well, it's the same word in every fucking country. Vodka, it's the same in Finland, English, Sweden, whatever, it's always vodka. Я рок-звезда. В первую очередь, потому что я слушаю Валеру Кипелова. Вот. Я полагаю, что это... Он охуетительный. Это каша звезде. Рок-звезды — это творческие личности, которые тусят в шоу-бизнесе, делают свою любимую метальную музыку, но зарабатывают на этом деньги и крутятся везде в телеках. Большинство примеров это кто? Любвеобильные ловеласы. После первого концерта меня привез девушка. Она пришла как бы и сказала, что как бы, я, дескать, очень крутой перец. Меня можно это просто снять. Позвони мне. Не будем так грубо говорить, что им все дают. Но музыканты, они как бы имеют какой-то козырь, они имеют в рукаве. Oh yeah. We are old farts, and we are still getting, offers from young, beautiful girls. Всегда можно снять девчонку, сказав ей: «Эй, привет, я музыкант». Было дело, Да. Было пару случаев. Много раз. Все девчонки в школе были мои. It is amazing what the rock music can do. Помогает. Yeah, it does. It surely does. В общем, на 100%. Цитируя тоже Фауста, они собрали группу поэтов. Нет, сначала Фауст и крокодилы. Тоже телки давали. Конкретно для этого. Девушки, мы будем готовы всем подарить диски, если вы это сделаете. Честно. Света, я думаю, победительница. Можно поцелуйте, да? Спасибо большое, спасибо. Девушки, остальные не уходите, мы вам утешительные призы вручим. Света, подожди, не делай. Вот встань, подожди. Теперь прими, пожалуйста, из моих рук этот подарок. Я тебя очень прошу. Нет, не так. Вот так. Спасибо. Да, поначалу это прикольно, потом это проходит. Достигнуть известности, стать мегазвездой — это не то, ради чего. Ради еще самореализации. Посмотреть, как я смогу выступать на сцене при людях или нет. Я уверен, я выхожу на сцену, я уверен в себе.
о толпе, каждый мечтает о выходе, о том, чтобы его услышали. И вот этот кусок души, да, вот его, чтобы он был принят и как бы не ушел в никуда. Все в наших руках, ребят. Добиться мирового признания, стать известной командой. Человек, который скажет, что он занимается музыкой и не хочет стать известным, он просто лицемер. Слава – это один из атрибутов, который всегда находится рядом с музыкантом. Вот я когда только взял в руки инструменты, я сразу хотел славы. И, о, это будет круто выступить на одной сцене, там, например, с Металликой или с кем-то еще. И выйти на сцену Ледового, да, собрать полный олимпийский, бы стояло возле сцены море фанатов. Мы не умели на чем играть, не петь, но у нас был запал. И мы тогда решили, что мы создадим рок-группу, метал-группу, которая станет вообще круче Битлз и всех порвет вообще и разорвет. Вот. We were just two guys, but we wanted to be Scorpions at that point. Но это все была ерунда, а вот девчонки были гораздо важнее момент. Правда, в Питере уже с этим сложнее, потому что слишком много музыкантов. Значит, это не та дверь. Это самая крайняя рядом, там еще помойный бак огромный, такой контейнер стоит. Вот там такая красноватая дверь. Это самая первая дверь вот в корпусе. Над ней, нет, не печи, над ней вывеска изобилия сумок, никаких ключей. Мы играли в университете профсоюза. Там, короче, был большой концерт, 10 тысяч звезд, позвали фабрику звезд, позвали какого-то негритоса и позвали как бы самодеятельность. Группа Стадым. Короче, нам говорят, где ваша фонограмма? Нет фонограммы. Ну, вот он, аппарат, вот Олег Газманов здесь будет играть, вот берите, как бы настраивайте. Только быстро, как бы ничего не трогайте. Я подхожу, собираюсь так вот ручку покрутить. Техник, блядь. Ты куда, блядь, ручки крутить? Что, нельзя, как бы, ручки крутить? Он говорит, не, нельзя. Будешь звездой, будешь ручки крутить. Запомните нас молодыми. Мы все хотим стать рок-звездами. Я вот так. У нас есть фан-клуб. Я почти рок-мэр. Да, почти уже на 99%. Что еще надо сделать? Вторую руку? Телевизора нет, но ладно. себя покажет ВКонтакте. Контакт это лучше телевизора. Ребята! Да ладно, сейчас идем. Концерты иногда бывают, как-то Ну вот приедет случайно. White Snake, ты же обязательно пойдешь на этот концерт? Естественно, А да. вот группа, которая играет подобную музыку, не вызовет интерес? Русская. Да, отечественная. Вряд ли. Залет будет, походу, в Ледовом на Продиджи. Кто такие Продиджи, кто такие мы? Вот я и говорю, не спросили, что Фергей только Актер будут играть. Сегодня я специально приехал из Москвы в Питер, послушать концерт, послушать любимые команды, пообщаться с ними. Ну, на этом мы который раз 50 лет. Я вообще пришла первый раз в этот клуб, поэтому для меня это новинка. Мы подготовили несколько новых песен. Вот сегодня будем проверять, короче, как они покатят на концертах. Что-то не долго. Здорово. Привет. Здорово. Вот. Чего? Долго говорить, играть. Мишку ошла, кстати. Да, жизнь музыканта – это, конечно, нечто. Начиная с того, что это секс, дракс и рок-н-ролл, да? Хотя уже эти понятия сейчас, не то, сейчас у нас металлисты попивают чаек. Чай музыкантам. Чаек есть. Кофе нет. Идем семечки, вот здесь семечки с лапками бегают. Вот я думаю, что я принесу полную одежду, кейс на точку. Да, брат. Да, пиздец, такие здоровый, да. Пойдемте. Бюджетный купил, я раз живите вместе. Ты садовод, слабее не сбегай. Да, Борода, ты разбираешься. Борода, подержи, пожалуйста. А Марат живой. Кого? Нет, так не держу. Так. Да. Так вот тупишь иногда, как я, и пусть все это делает. Круто, кстати, чай стали. Давайте, ландосик. Прямо, я считаю, что это прогресс. Что ты чай пьешь? Быть музыкантом, да, это действительно здорово, но это выматывающе труд на самом деле. Тем более в таких условиях, как в Санкт-Петербурге.
Интересно, когда крутым музыкантам начинают это делать техники, это прикалывает или обламывает? Прикалывает. Если нормальная техника, то прикалывает. Что тебе не нужно, но это же прикольно, когда ты своими руками это все возишься. Чувак, если добром прикольно. Когда ты едешь на месяц в тур, блядь, и ты делаешь так каждый день, настолько, вот у тебя трясутся руки, вот так же валяются шайбы, блядь. Это нихуя не прикольно. Это очень увлекает. Ты музыкальный андеграундский, или так можно сказать. Потому что ты приходишь, а ты всех знаешь. Ты в центре внимания. Меня вообще все обыскали, заебали. Просто все. Чуть обыскали, рюкзак такой. Да меня так обыскали на самом деле. Колющие и режущие там. Я говорю, мое оружие, это слово. Интересно, только в нашей стране вообще музыкантов обыскивают, или это вообще нормальная практика? Вообще это нормально, мне кажется, абсолютно. Мне кажется, это нихуя не нормально. Почему? Ну если в клубе правило, что, нельзя холодное оружие, а вот хоть и тресни музыкант несешь нож, но надо его оставлять на соширане. А как в эпидемии ставили свою оперу с мечами? Не, ну это уже другое. Ну, что там, как нож, это понятие такое, которое является оружием. А вот маленький пойти нож, как у меня в кармане лежит. Это ножи везде, это не считается оружием. Борода, меня вчера раз 5 останавливал охранник, блядь, и говорил, спрячь цепочку, спрячь цепочку. Я говорю, ты ёбнулся, что ли, так не цепочку? Вот эту? Да. Что ей можно сделать? Я не знаю, что можно сделать. Видимо, ему когда-то что-то сделали такой цепочкой, он знает, что с ним можно сделать. Наверное, яйца перекрутили. Да, сэр, мне кажется, он тонким голосом говорил, не помнишь? Нет, обычно. Ну, с артом пидор. Сейчас ты ее себе берешь, она не пролезет денег. Народу в зале нормально? Нет, вообще ненормально и очень мало. А если он пришел домой, как раз по Москве показывали передачу «100 лучших шоу мира», и там вот концерт Рамштайн был. В феврале у нас был. Блять, вот я думаю. Что думаю, надо идти. Да, думаешь? Что в феврале? Шоу-то будет на концерте? Гитары будете разбивать вообще? Наше шоу, это мы сами. А как же разбивать? Мы не такие богатые, чтобы разбивать. Очень хочется разбить гитару. Когда-нибудь я обязательно куплю какую-нибудь гитару специально, чтобы ее разбить. Мне кажется, что для того, чтобы качественно разбить гитару, нужно как минимум тренироваться. А для этого нужны гитары, чтобы тренироваться в разбивании гитар. Можно, правда, делать просто из фанеры какие-то гитары. Можно ее надпилить чуть-чуть. В детском мире придутся надувные гитары. А как ты разобьешь надувную? В том-то и дело, разбить ее сложно, он не будет ее хуярить на все дури, чтобы все сломать надувную резиновую. Должны настоящие. Дело не во вседурности. Эффектность я гитары. А в эффектности, чтобы это выглядело красиво. Иначе надо перед зеркалом разбить как минимум штук 50 гитар, чтобы ты научился их разбивать так же, как Курт Кобейн, понимаешь? Иначе будет, вот, зрители не поверят. Или нужно хуячить, как Курт Кобейн. У меня столько здоровья нет, чтобы так хуячить, как Курт Кобейн. Я, к сожалению... Поэтому ты и будешь покупать себе. Я героин даже не пробовал ни разу. Поэтому ты и будешь себе покупать. Просто ему было впадло тратить деньги на 50 гитар. Он покупал себе героин. Все. Чистый спирт. Нас охранник согнал со столом. Чего? Согнали? Да. Охранник согнал со столом. Чуваки, можно у вас пилот позаимствовать? У них, по-моему, нету. Блять, а где он? Вот он в Москве, я считаю, что надо как-то выпутать это. 45-3600 на привод.
Начали уже? Да. Давайте еще на бис. Идите играйте. Ехали расслабляться. Сегодня было позитивно. Да вообще, что-то мало. Вообще реально. Народу мало, но народ жалко. Нет. Главное, не очень жарко, только нихуя не слышно. Да? Все слышно в зале, надо кайф. Надо играть из зала. Зал, да, слушай. Я давно предлагаю, поскольку музыкантов гораздо больше слушателей. Вот их на сцену заложил больше, а нам нужно больше в зале играть. Хорошая идея. И удобнее, и слышно лучше, а пусть они мучаются. Это адский бодряк. Я тут думал, зачем мы это все делаем. На музыке можно заработать, если ты будешь играть в Лужниках, в Олимпийском или ездить по гастролям. Если ты будешь просто в клубах играть, то, думаю, вряд ли. Гонорар, извините, что помешал вам деньги прятать. Группы «Идем», полученный за честное и бескомпромиссное выступление. И такой, знаешь, Паша, беги. Понюхай, да. Тём, когда вы получили свой первый гонорар, на что потратили? Я не помню. Я на пиво. На пиво. Пропили, по-моему, пропили. Мобильное, он был маленький совсем. Гонорар — это классное слово. В Баке такое блюдо, гонорар. А нет, это гарнир. Когда? 16-17 years ago that I actually got some money out of the band for a longer time, so I have no idea where did they go. Мы когда играли в Крыму в группе, мы потратили первый гонорар на такси. Я помню, мы смотались, по-моему, в Севастополь на такси. Да, за 200 километров. Мы опаздывали на концерт. That's ages ago. I think actually it went into gasoline for a car. У нас принято сдавать гонорар в общий котел. Давай лучше в банк положим, пацан. Бар, давайте положим в бар. Я слышал тоже в бар. Под процент, под градус. Алкогольный. Очень выгодное вложение. Кстати, никогда не подешевеет. Кризисы не страшны никакие. Вкладывайте, люди, деньги в бар. It's been a while since I saw rays of the sun. It's been a while since I saw your shiny smile. It won't take long before snow makes way to streams, and you'll fall into my arms sooner than it seems. I just can't wait till the summer comes around. I just can't wait till we all are sunshine drowned. It's been a while since I felt wind in my hair, when I was going somewhere and joy was in the air. My dearest friends were together and around, and their laughing voices were the greatest sound. I just can't wait till the summer comes around. I just can't wait till we all are sunshine drowned. Клево. Без этого никуда. А без этого? А без этого ой. Вот и вот. И больше ничего. На закуску? Ну да. Есть надо что-то. Мы же здесь как космонавты. Морг писал здесь в Nation на моих барабанах. И в прошлый раз мы с вами писались нормально, через его пульт. Видишь, Павел сказал, что нужен пиздатый пульт. Вот пиздатый пульт. Нихуя пиздатого я в этом не вижу. Значит, берите новый. А это? Соболезную.
Даже у звезд нет техников иногда. Next Trend? That the best thing to be found is to know that the summer is around. Is to know that the summer is around. Is to know that the summer is around. Мы сейчас находимся в той самой жопе, которая называется Underground. I don't know how do you define even underground? If one people knows about the band, is it underground or not? If 100 people and 100 persons know about the band, is it underground or not? Мейнстрим — это популярное течение. Андеграунд — это не популярно. Это как кино не для всех. Хожу на ретроспективу шведского кино. Бергман! Кроме меня в зале нету никого. Какое-то место, куда хотят люди скрыться от действительности. Под землей тоже. Я всегда думал, что андеграунд — это метро в Англии. Андеграунд переводит подполье. Это значит, что оно противопоставляет себя сложившейся ситуации, которые сильнее этих людей, и они хотят с ней бороться. 40 лет назад рок это было что-то очень новаторское. Это то было, чего Это раньше был не бунт, было. это реально был бунт, а сейчас как бы непонятно, против чего бунтуют. Смотри, сравни, чем был джаз в 60-х годах? Он уже был музыкой с традициями, он уже был там, не знаю, написан. Хорошо, давайте вспомним 30-е годы, 20-е годы, потому что тогда был джаз, он был точно такой же новаторской музыкой, это же, типа того, что играешь что такое-то. Давай посмотрим, вот сейчас, 2009 год, когда у нас уже рок-музыка, вот, которая есть, вот она уже имеет свои традиции, ее уже можно изучать в университетах. Сейчас, мне кажется, народ-то сложно удивить-то чем-то. Ты придумываешь как бы риф. Бля, хуйня какая-то. Это уже было. Нет, это уже неинтересно, это уже не актуально. С удовольствием сел бы в машину времени, махнул бы, где мы там, год в 73-й. Группа в андеграунде дофига и больше, как бы, да, и играть из них умеют, в общем-то, единицы. Или они играют что-то такое, что уже до них было 300 раз сыграно. Интересно, действительно интересного чего-то очень мало. Они... Либо оно не раскручено. Это команда, которую нельзя увидеть на MTV. Кто не собирает стадион, тот же Олимпийский. Граница, она проходит именно профессионал. Сейчас, как бы, по-моему, никакого андеграунда не существует. Просто раньше называлась самодеятельность. Мы занимаемся этим исключительно как хобби. Вот это называется андеграунд. Таких тут, как собак нерезанных, нас отстреливать впору. Для меня андеграунд — это сидеть дома, записываться на кассетный магнитофон, блок металлические демозаписи, издавать их тиражом 66 экземпляров, печатать их на каком-нибудь дешевом струйном принтере и продавать друзьям. Блэк-метал вообще нет. When I started listening to like black metal, it was still very, very, very underground. Может быть, как бы это просто определенная ступень. Металлика была у нас в начале андеграунда, да? Вообще, начинают группы с андеграунда, в принципе, сначала маленький там масса, а потом их все больше и больше, как вот такая огромная махина, да? Она просто как химера просто заражается на своем пути, и масса просто этих поклонников, они идут, и они хотят, вот они разрывают тебя, да? Они выбиваются, многие выбиваются, разве нет? Придет какой-нибудь продюсер и скажет: о, ребятушки, вы мне нужны. Да, конечно, а так, да. Естественно, мы не добились того, чего хотели, и мы все над этим работаем. Сейчас андеграундом называются те люди, которые просто не могут пробиться никуда дальше. Удается немногим. Аматоры, там, стигматы, психеи и так далее. Те, кто прикладывает какие-то силы, они могут. Главное это правильно делать, мне кажется. А не просто мямлики. У меня ни хрена не получается, пойду побухаю. Группа Атомика отважилась, набрала смелости подать заявку на Евровидение. Я думаю, в нее завернули селедку. Вы спросите, можно ли выйти из андеграунда? Мы ответим: можно. Вообще круто, когда тебя узнают по улице. Ты идешь, и тебе говорят: привет! И ты говоришь: ой, привет, там.
Получить известность такую, чтобы тебя на улице узнавали, едва ли это возможно. Да, если в симпатичную блондинку вложить там кучу денег, несмотря на то, как она поет. Тут вопрос даже не в таланте. Знакомство, связи. Только так. Думаю, все дело в деньгах. Поэтому, если у тебя есть деньги, то запросто. Не обольщайтесь. Ну, нету какого-то единого рецепта, что ли. Вот как вылезти на самый верх. Либо денежное влияние, либо просто удача. Не всем дается шанс. С блэк-металом, я думаю, что вряд ли. Но имеет смысл щемиться на Запад. Показать себя миру. Да. Запад представляется такой землей обетованной. Не Россия изобрела металл, и не Россия изобрела прочие тяжелые стили, в которых играют наши молодые группы. Поэтому нужно как-то очень сильно выделяться на фоне всего того, что ты слушаешь сам, для того, чтобы получить успех у тех ребят, которые, в принципе, варятся в этом, не знаю, там, с 60-х годов. Это будут единицы из тысячи. Тату, например. Да. Мы абсолютно никому не нужны. У них там своих вот столько просто, и в 10 раз круче. И там пробиться, наверное, еще сложнее. In our home country, Finland, I think we are still sort of underground. Но, с другой стороны, наверное, когда все-таки тот или иной исполнитель выходит за рамки андеграунда, он сразу становится уже от кого-то зависим, хочет он этого или нет. Ну, от слушателей, от лейблов, от организаторов. Он уже не птица вольного полета, хотя может кричать что угодно. Раньше я играл в блэк-метал, но молодежная мода диктует иное. Теперь я эмо-бой. Решили играть музыка. Захотел что-то другого, что-то кроме... Рок вас покарает. Популярность загоняет в определенные рамки. Музыканты играют то, что нравится публике, а не то, что нравится им. Что модно и прибыльно, я думаю, конечно. Молодежно. Надо молодежную песню сделать. Мало кто играет то, что хочется. Играют то, что хотят услышать. Это называется популярно, да? Я думаю, мы об этом Надо у Кобейна спросить. Было. Он же очень не хотел популярности. Стал звездой. Он понялся, он просто хотел творить. И мы тоже просто хотим творить. И зарабатывать. Да, чтобы бабла была популярность, но при этом в андеграунде. Счастливые люди, потому что нам никто ничего диктовать не может. Мне кажется, что известные в питерском андеграунде группы играют именно все-таки то, что им нравится, потому что нередки ситуации, когда группа вынуждена противостоять мнению общества, мнению масс. Это зависит не от популярности, а от человека. То есть, насколько он внутренне свободен. Когда они становятся бешено популярными, они начинают творить, что хотят, потому что их уже ничто не держит, деньги у них есть, и они могут делать все, что они хотят. Я хочу, по крайней мере, быть в группе. Я сначала буду там не из-за того, что зарабатывать деньги, просто мне хочется какой-то мост популярности, чтобы реально людям нравилась моя музыка, они там балдели, там кайфовали. Хотите в ротацию MTV? I don't think our videos have been on MTV. Это уже сложно называть андерграундом, когда деятели телевидения считают, что эта группа становится интересна широкому пользователю. А Матвей, наверное, уже как бы попса все. Вот здесь все очень любят оперировать понятиями такими, как попса, коммерция. Нет, это продукт, который максимально востребован на данный момент, который нужен людям, которого хотят и ждут. И вот если и музыканты его сделали, группа популярность, их творчество возымеет резонанс. Если то, что они делают, не востребовано, никакие деньги и никакие пиар-компании не помогут. Потому что это никому не нужно. Вообще тяжелая музыка в России не очень востребована, поэтому в общем-то можно считать, что это андерграунд. Black Metal это все-таки камерная музыка, что ли? 90% наших клубных команд можно их причислить к андеграунду. Если мы возьмем сейчас каких-то грандов, там сцены западные, там своей, или что-то типа того, там не все крутое, там куча всякого шлака вообще нелепого. Но просто как бы этот шлак подан так круто, что как бы людям это нравится, люди хотят это слышать. Очень большая медиабомба, которая действительно охватила очень много. Я думаю, что сам Сява этого не ожидал. Чё, доцент? А диссер защитил? Когда он выпустил там 7-й или 8-й клип, мы решили сделать пародию на оригинальную его композицию, ну, самую первую, под названием «Бодрячком». Чё? Нет, ничего.
Если нету бабла, есть мозги, 50% что будет успех. Изучаю растения и лесных еб***дашек. Из дури вставляет Гашек. Ярослав Гашек. Сидели мы на кухне, ну там у меня где-то на кухне, я там что-то ковырял носу и говорю, а пойду-ка на YouTube выложу. Говорю я, вот и выложил. Вот. Да И выкладывался. Это, да, это... Да выкладывался, понимаешь? Да выкладывался, черт возьми. Филармонии музяка. Не читал Бальзака. Поебал Нака. Чё? Нет, ничего. Интернет — это одна из тех сфер, через которую очень доступно можно прославиться. Научишься делать так, что нравится людям, будешь на стадионе играть. У меня лично есть такие амбиции. Профессионализм — это, мне кажется, главное, что нужно музыканту для того, чтобы куда-то вылезти. 14 лет назад это была главная мечта всей жизни — стать профессиональным музыкантом. Кто же не хочет зарабатывать деньги любимым делом? Зарабатывать на жизнь музыкой можно. Играть по барам, быть сессионным музыкантом. Ну, если ты там какой-нибудь задрот виртуоз, то, наверное, да. Сочинительство за деньги. Создание ремиксов за деньги. Плюс заказывают аранжировки, так, до кучи там, для Москвы, для всяких фабрик, хуябрик там. Если ты хочешь заработать деньги, то придется идти на некоторые, скажем так, я бы сказала, не то чтобы ухищрение, а не на некоторые телодвижения. У поп-звезды должна быть задница. Вот здоровая такая задница. Поп-музыки продюсируют в попу, если не продюсируют не в попу, то продюсируют в другое место. Мы все вот мечтаем попсу поиграть. Вот никак не получается. Не берут нас, вот рожи не вышли, вообще, наверное. абсолютно. Вот у меня просто сиськи не выросли, наверное, поэтому как бы я попсу не беру. Попсу как бы с сиськами там, или такие смазливые мальчики должны быть. В попсе хорошие работают очень хорошие музыканты, на самом деле. Я уже пробовал играть попсу за деньги. Я играл попсу за деньги, и джаз, и классику. Мне надоело уже. В нашей стране играть попсу подразумевается играть под фанеру. Ради прикола там по телеку засветиться, все возьмет. Пошел бы там где-нибудь у Моисея на подтанцовке. Ну не хочу я себя так продавать. Not music for money. Yeah. I don't like prostitution. Я не вижу в этом ничего плохого. Если бы мне платили деньги за то, что я пою... Намного лучше, чем работать дворником или водителем троллейбуса или еще кем-то. Когда любимое дело становится работой, оно часто перестает быть любимым делом. Для нас самое главное все-таки начать зарабатывать нормальные деньги музыкой. Неважно какой. Своей. Мы в любом случае будем заниматься своей музыкой в том числе. Пусть мне отвратительно эти песни. Неважно. Я буду в свое свободное время петь ту музыку, которую я хочу. Нет никакой проблемы, чтобы зарабатывать деньги музыкой. Это вроде в какой музыкой? Да. То есть, если вы хотите идти играть в клуб Владимирский Централ, то как бы не вопрос. Играть хочется свое. Хули ты не поешь, времени будет. Что ты приехал? А потому что я сам узнал, что видишь, киллера нету, хаос там, что где-то там, тоже обрыдали. Ну да. Что там, с ней еще много? Ну я вот только сейчас прошел. Вот там спальня кровать есть. Я сейчас случайно заглянул. Проведать как-то на корабле. Везде убирают, а у нас кто должен убирать? Я, да? Поэтому у нас так грязно. Встречаются два одноклассника после 10 лет, до того, как они уже закончили институт, школу, ну неважно. Один говорит другому: ну слушай, что, а как ты живешь? Он говорит: да, слушай, машина есть, какая-никакая Мерседес, там какой-то гнилой старенький, квартира с клопами, ну пятикомнатная, ну как бы жена какая-никакая, детишки в школах, все отлично. А ты как же? Блин, слушай, я же музыкант. Блин, я вот альбом недавно записал. Ну как, много продал? Да, квартиру, машину. Музыка это не только неприбыльное дело. Это дело, которое отнимает огромное количество денег, времени. Не дешевая игрушка. Мне не жалко, на самом деле. Не знаю. Я не знаю, на что еще тратить. Зарабатывание бабок, честно говоря, я думаю, что если я сейчас брошу музыку, резко там рванусь, идти к успеху, то я все равно нифига не заработаю. Нужно быть трезвомыслящим, зарабатывать деньги, пытаться не своим творчеством, а где-то в другом месте, оставляя музыку как хобби. Да, если бы мы зарабатывали бы на женщинстве. Я думаю, хотел бы позапрошлогодней футболки. А я бы весил килограмм 28. Мы все занимаемся какими-то другими делами. И у нас у всех есть, слава богу, нормальный доход. И если бы его не было, скорее всего, мы бы просто бы сдохли. Только и занимаемся, что выживаем. И получается, и нравится больше зарабатывать деньги другими способами.
влияние Лондона, политики, финансов, образований, развлечений. Ладно, давайте. Samengestelde kleuren voor me grijs. En ik heb niets te geven, maar ik kies dat je liefde niet langs mij gaat. En dat je bij me staat. Bomen vallen, rivieren zijn dood. En mijn hart is een scherpe noot. De volgende morgen ben ik al weg. Morgen kom ik om maar zeg. Единственная преграда, вообще основная, что это мешает заниматься музыкой, это только работа. Вот человек там потратит с 7:30 до 5 до 6 вечера на заводе, и вот дико имеет начальство, он вырезает детали какие-то там, он что-то ломает, создает. Такова участь андеграундного музыканта, страдания, которые, как известно, очищают душу. Where's this all go? Father priest echo, tell me the reason why. Cause lights, why? Tell me, Father, we all got to die. We've got to suffer a while. Cause light, deeper light, stay down on your knees. Go trust in promises. Pray the God that never sees. Pray, oh Lord, that never comes. Striking lightning, distant thunder, all the things that make you wonder. Right new answer if you got scared. Louder pray that you could never guess. Последнее место работы мое это было место звукорежиссера в клубе Орландина в 2002 году летом. Я зарабатываю деньги различными высоты монтажными работами, установка окон, промышленный альпинизм, установка кондиционеров, где не нужно думать головой, куда можно не прийти, в случае концерта или гастролей. Ну, то есть все, что не обязывает и не связывает по рукам и ногам. Зарабатываю я на жизнь компьютерной графикой, потому что занимаюсь этим уже достаточно давно, еще с первого курса института. А вообще с 3 лет я занимаюсь, в принципе, изобразительным искусством. У меня диплом художник-реставратор. Я военный, например. Дикий прапор внутренних войск. Да, а я в офисе сижу. Я сейчас безработный. Вообще, я как бы продавец строительных материалов. У нас в группе два мебельщика. We have 6 piece and 2 of us are still working in a real job. Только я станков боюсь этих деревообрабатывающих. Вот пальчик мой. Вот он не сгибается, видишь? Вот, видите? У меня, значит, одно сухожилие на пальце, которое отвечает за разгиб пальца, которое вот отвечает за вот это вот. Вот оно порванное. И уже его восстановить нереально. У меня рука попала в наждак. Стесала до костей, и была такая возможность, что я буду играть только 3 пальцами. Все знают вокалиста группы «Абордаж» Андрея Машешина. Он играет вообще без пальцев. Главное — сила воли. Работа, на которую приходится опять, она отнимает массу времени и силы. После этого еще заниматься музыкой, еще приходит. Поэтому, если бы не было работы, ну, конечно, да, было бы рэп. Музыка — это отдушина. Хорошая отдушина. Да. Нужен скотч, не кипятиться. Вот он, фетиш. Ну, не на мужиков же, в конце концов. Надо вот так. Кстати, да, нахуй мужика вообще. Так. Не, поближе, чтобы видно было. Так. И чуть подальше, да. Вот так, хорошо. Ну все, теперь я считаю, что работа будет доставлять удовольствие.
Я гитара. Отлично. Все понятно, чем ты будешь заниматься. Чем и обычно. Своя вот нет. Что? Упражняться. Упражняться можно. На самом деле здесь, по-моему, все занимаются музыкой. Совершенно все, весь список просто. Раньше, да, только музыка и ничего кроме нее. Сейчас мне не хотелось бы этим заниматься. Кто-то, может, предпочитает другую карьеру. Я пытаюсь на лошадях ездить, я пытаюсь музыкой заниматься. Мне там еще много чего хочется. Надо заниматься организацией концертов, стало и некогда играть. Нет, это все прекрасно можно совмещать. Другое дело, насколько человеку это нужно. Если человек начинает, я говорю, заниматься ради денег либо славы. Кто-то, может быть, ставит себе какую-то планку, какую-то цель. В итоге не добивается этого, может быть, разочаровывается в чем-то. Во-первых, разочаровывается, во-вторых, изначально нереально смотрит на вещи, видит все в розовом свете и думает, что вот именно то, что они делают, это то, что нужно миллионам. Уже сколько лет, и ничего не происходит выдающегося. Высасывают очень много сил и мало отдают. Они отдают больше, чем получают. Если ты привык собирать большие залы, и тут хоп, и у тебя 200 человек перед тобой. 20 человек на концерте. 10 человек приходят в залы. Приходит со временем понимание того, что никому не нужен. Дальше заниматься смысла этим нет. Намного проще уткнуться в компьютер или сесть перед телевизором на диване с банкой пива. Может, вырос кто-то, семья, работа, да, дети. Если человек заинтересован именно в музыке, он найдет способ там совмещать с работой, с семьей. Будет у него запарка круглосуточная, что он будет не успевать спать. Тяжело что-то делать, когда не выспался. Значит, ты не выспался. Ночная работа? Да, я лег в 5 утра. Надоест, если у тебя это в крови, это не можно. Игра стоит свечи, и потом это жутко интересно. Музыку-то навряд ли уже кто-то бросит из нас. Бывают такие мысли после каких-то неудачных ситуаций. Почти ежедневно. Зачем я все это делаю? Зачем я трачу столько сил? У меня было, я даже бросал. На 2 года. Я бросал на 5 лет. Разобрал свою гитару, собрал ее опять, положил в чехол, поставил в шкаф и решил, я больше этим никогда не буду заниматься. Just concentrate on other things like the career. Глупо просто бросать. Ты всю жизнь положил и вдруг бросил. As I said, since 6 years old, I've been playing dance. So, no, never. Никогда, вообще никогда. Все равно получилось, что вернулся. Все-таки что-то свыше есть. It all changed so quickly when Jon, our lead singer, my old friend, childhood friend, calls me and tells me that I need a bass player. Are you available? I'm like, yeah. Это как наркота, на самом деле. Настоящий наркотик. Попав на сцену один раз, ты на это дело подсаживаешься. Бросил пить, бросил курить, а музыка, блин. Каждую пятницу бросаем и каждый понедельник начинаем вновь. Один раз попробовал и все. Гоняем как-то, кто там говорил, гонять рок-н-ролл по венам? Фауст, да, он сказал. Фауст. Не поиграешь на гитаре неделю, месяц. Теперь уже начинается такая ломка. Да, и вот как бы сейчас подход. Я стою на краю мира.
андеграунд это такая штука неоднозначная, где очень приветствуется фанатизм и альтруизм. Очень много душевных людей, очень много друзей, которые тебя готовы поддержать в андеграунде. Играют все бесплатно. Вот, ну, денег как бы не заработать. Вот, но зато это все очень клево, интересно, вообще весело, типа рок-н-ролл, все такое. Моя семья к этому достаточно благосклонна была всегда. У меня мама с папой очень музыку любят. My father is also a musician. They were big in like the 70s. Я ощущаю поддержку родителей. То есть мне повезло. У меня не было таких душесчипательных историй, когда вот нет, ты должен быть врачом. Охуенным хирургом или психиатром. Ну, я забил хуй и пошел пить водку, играть на гитаре. Ой, привет, где братан? Здорово, там посмотри. Паш, мне надо, чтобы ты мне микрофон отстроил. Пойдем, вставай. Что тебе за это будет? Много-много вкусного, пойдем. А есть вкусный? Есть, пойдем, отстроишь мне микрофончик. Поднимай меня. Да, я тебя еще и поднимать должна. Больше мне ничего сделать не надо? Нет, тебе вот. А то на пульсники постирать, то на концерт отвезти. Но ты не постирала. Вот я, потому что я их забыла. Кит, помоги мне, я не умею. Пойдем. Пошли. Тягает. Таскает. Странная любовь, которой нет, оставит легкий след и пробежит водой сквозь пальцы. Мы с тобой блуждали столько лет, но не нашли ответ. Мы призрачной любви скитальцы. Ну да, примерно, наверное, так, да. Я всю жизнь говорила, хороших мальчиков приносят аисты, плохих дятлы, из плохих потом вырастают барабанщики. Собственно, думаю, что мой брат не исключение. Не хочет меня учить играть на ударных, приходится самой осваивать технику. Берем одну палочку. Берем одну палочку, да. Возьми палочку. Вот. Держим ее не полной рукой, то есть не в кулаке вот так вот, а буквально двумя пальцами. Делаешь движение, буквально не от плеча, как бы, ну такой, как волну пускай. Да. Играешь и не напрягаешься, чтобы не уставать, чтобы все было четко ровно. То есть ты играешь, ты не работаешь, ты отдыхаешь. Я всегда старалась, чтобы моя музыка и моя личная жизнь была разделена. Конечно, это не всегда было так. С этой музыкой начали женщины смотреть так в сторону, так: о, он музыкант. Я такой: да, я музыкант. Да, а теперь это как проклятие: о, музыкант, фу, типа. Теперь это как проклятие, как женщина говорит: а, музыкант, там, типа, на тебя времени не будет, там, да. Типа, ты ох, как бы. Блин, вот ты сейчас рок-н-роллишь, а вот как только ты женишься, все, пипец. Жена будет трясти, иди зарабатывать деньги, там, хватит, то есть, этой фигней заниматься, что ты там, с гитарой по метро куда-то таскаешься, там, у нас ребенок там скоро родится, да? Женщина спорить бесполезно, она думает, что она права. Все уважение. Это мы авторитетно можем заявить. Я совершенно с этим согласна, но насчет себя стараюсь быть исключением. То есть стараюсь себя не вести как женщина, никаких там не строить глазки там никому, не дай бог, на репетиции. Были прецеденты, когда пришел гитарист в группу, кто чуть ли не на первой же репетиции меня там на перерыве такой, типа, пойдем поговорим. И начал там мне комплимент ответить, говорю: так, давай договоримся, ты с нами играешь или ты со мной пытаешься встречаться, что-нибудь одно. Мне, говорю, важнее, чтобы ты с нами играл. Есть очень много музыкантов, которым попортила личная жизнь музыка. Например, ты? Нет. Да, музыка нас связала. Если у кого-то получается, это исключение из правил. Но правило — это то, что не стоит переносить личную жизнь на концертные площадки и туровые автобусы. Это факт. Потом. И хорошо, что он не знает про такую конфету, что мечта моих ванилья, снежинки зима. Неудачи личные, они, как правило, только толкают музыканта на
сублимацию, на то, чтобы приехать на точку и поиграть на своем любимом инструменте со своими друзьями. И это продуктивно. На этих эмоциях какой-то идет творческий процесс. Из всего можно придумать песню. And after all, there's only misery. And in the end, left only memory. I've lost a thread in labyrinth of days on my way, and nothing more is clear enough to me. I cried, lost about God's who's blind. The sky has heard the weep of mine. After the rain has fallen, after the tears came dry, I resumed my life for one more time.
она раскрывает человека. Это ощущение, может быть, свободы, может быть, любви. Вдруг в голове у тебя начинает играть мелодия. Вдохновение и вот то, что нас вдохновляет, это из разряда вещей непостижимых, и оно вот просто настроился на эту волну в своем темпе. Вот оно тебе зацепило и пришло. Я воспринимаю окружающий мир как, как материю для творчества. Все разрушенное, старое, промышленное, космические явления. У нас есть знакомый, который состоит во Всемирной ассоциации радиолюбителей. И он нам сделал радиоперехват переговоров МКС с Землей. И когда я услышал, я просто не удержался и понял, что это материалы и композиции. В качестве сэмплов используются голоса российских летчиков и космонавтов. Переходим на учебный 134-750, булава. Чем хорош вообще рок-н-ролл и андеграунд и все что угодно? Тем, что это движение вперед. Потому что я бы сказала, что иногда андеграунд и авангард в России — это вещи одного порядка. А русский рок — это говно. В общем, Не, на самом деле, и целом. русский рок — это когда такие пацаны, берут гитару и начинают петь. А заебала война! А прекратите войну! А настрадались до дна! А населились в плену! Опа! Я как-то так больше тяготею к английскому языку. Мне кажется, он просто более мелодичный. Love makes you free, and I'm bad or good, it's me. От словарей, справочников я в экстазе. Английский выучил без всякого мази. Нас не взяли в клуб, а чего сказали, все, у нас по-английски нельзя, и мы стали петь по-русски. Норвежский мы не знаем. Русский звучит убого с экстремальным вокалом. Если ты хочешь быть популярным в Китае, то имеет смысл петь на китайском. Рок и металл, они в принципе подразумевают английский язык, независимо от того, в какой стране они создаются. Это то же самое, что сказать, почему мы в России не играем рок на балалайках. Ну а если ты хочешь быть популярным везде, кроме России, тогда надо петь на английском. А у нас и на немецком есть. Группа Атомика, которая пела на 4 языках. Ну да, филологическое образование позволяло. What
В альбом вкладывается очень много и времени, и средств, и душевных переживаний. Когда ты видишь законченный продукт, это, конечно же, вот оно. Удовлетворение и камень с души. Либо разочарование, либо ох, это здорово как. Я, например, всегда покупаю диски, стараюсь получить автограф у музыкантов. Вот это что-то очень мифическое, что-то очень аморфное. Это для друзей и родственников. Зачем тратить деньги на диски и кассеты, если есть интернет? Ни интернет, ни MP3 записи не могут заменить живого общения с музыкантами, с атмосферой, с энергетикой концертов. Павел, ты мой микрофон. Может, тебе нужно помогать? Слушай, ну сейчас посмотрим. Ну, если только клон поедет, то я не знаю, что там как. Слушай, мы мгаем сюда, пойдем развешиваться. Да иду. Ладно, там только закрыл. Чего там, вот это самое, здесь внизу. Не спустишься и направо как найдешь. Что, хорошего? Хорошая песня. Здравствуйте. Здравствуйте. Заебись. Понравилось зимой? Да. Осторожно. Фишками не пыталась. Это все-таки рок. Это рок-н-ролл. Just, to be around and have a good time.
прыгает, и я так смотрю, так все ближе, раз при носок туда, ну все, сейчас длинный пойдет. Я помню, когда мне было действительно страшно выходить на сцену, это когда у нас был первый сольный концерт в Дворце спорта юбилейный. Вот это да, это жопа полная. Первые концерты были вообще ужасно волновался. Мне медиатор из рук выпадал, я забывала партии. У меня голос дрожал на протяжении всей программы. У меня, например, руки потеют обычно. Не волнуйся, если не выпьет. Ну, как правило, все бывает хорошо. Шоу очень важно. Работа с публикой. Публика — это очень круто. Особенно тетки. Конечно, неприятно, когда мало народу, но... Но это плохо не для группы, а для ее менеджмента. Если ты кому-то нужен, то это уже как бы благодарность за твою работу. Они пришли послушать нас, это уже круто. Сколько бы их ни было. По кайфу сделать людям праздник. 90% вообще всей информации, которую мы получаем извне, это глаза. Музыку можно дома посмотреть, послушать в плеере. А концерт — это шоу. На него нужно приходить и смотреть. Ну, собственно, наше изобретение. При нажатии на кнопочку умеет делать вот так. Бля, я аж писнул там. 2 мембранные сирены и лампа накаливания. Сирены спизены тащим-то. Вот. С одного военного объекта, откуда рассказывать не буду. Есть еще одна вот там, она из метро. Наверное, все 100 раз мимо нее проходили. Свет, дым, ну, пиво, шоу, клоуны, фейерверки, водопады. Какие костюмы? Для каждого музыканта очень важен имидж. Даже если это закуренный клуб там какой-нибудь, все равно ты выходишь на сцену, ты показываешь себя людям. Я все свои костюмы заказываю индивидуально для себя у самых различных портних или ателье. Специально под концерт, под его тематику, под оформление обложки. Это мое первое платье, в котором я выступала. Для презентации нашего альбома я тоже заказывала костюмы для всей нашей группы в одном стиле. У меня было вот такое вот пышное платье, красивое, с нашим логотипом писателя. Я вообще очень люблю красно-черные цвета. Шикарная юбка с разрезом сбоку, которая позволяла оголить одну мою ножку. В общем, этот костюм, пожалуй, самый мой любимый. И самый дорогой, если честно. Ремень здесь посередине будет платье. Да. Шутка нашего друга, вокалиста группы Fear of Insomnia. Такая вот. Гуманитянская. Попасть в действие, если честно. Я бы так сказал. Ну, в принципе, как раз для Юси самое то. Ну, антураж, да. Я уверен, что он от нее вытирает ноги, когда ты говоришь концерт. Ну, хотя бы будь добр, пожалуйста, приезжай на концерт не в той же майке, в которой ты только что проснулся. По пьяни. В рамках передачи вот на нас такие костюмы надели. Достаточно в тему, забавно получилось, смешно. Они всегда спешат туда, где успеют. Даже если ты супер музыкант, тебе сложно в наших клубах хорошо звучать, потому что нет просто условий для этого. Так будь ты добр, хотя бы выгляди хорошо. Приходишь, тебе начинают морду красить, тут девчонки, там туда-сюда. От вроде как и в образе. Я не умею других людей красить вообще. И задорого берет. Глаза красит, пиздец. Карандашом тыкаешь, бывало. На французе, я чуть не понял. I'm a go-to,
space, searching for eternal grace. Это шоу-бизнес. Даже если это андеграунд, это все равно шоу-бизнес, пусть в самом зачаточном состоянии. В условиях клубных сцен достаточно сложно что-то такое проворачивать, чтобы это выглядело действительно по-взрослому, как бы качественно, без самодеятельности. Если музыканты питерские будут употреблять столько же наркотиков, сколько вот эти стереотипные рок-звезды, которые выкидывают из окна телевизора, разбивают на сцене гитары. Только легко, дайте пару гитар, мы запросто. We cannot afford that. The guitars are expensive. We have broken guitars on stage accidentally. Да, у меня было дело, я ломал гитару на концерте, хотел сделать вот так вот классненько, и она у меня так туда и улетела. Чувак купил себе новую гитару, фирмовую, прикольную, и решил на выступлении разбить свою старую помоечную гитару. Ну это, блядь, жалко. Он на новой гитаре все играет, вся последняя песня. Берет он старую гитару, начинает ее бить об сцену, бьет, она не разбивается. Как ударил! И на сцене трещина. Рок-звезда неудачник. Тот, кто в России себя хочет почувствовать рок-звездой, скорее почувствует себя дураком. Потому что в этой стране скорее разъебется сцена, чем гитара. Слушайте радио Рокс на волне 102 FM. Здравствуйте. Добрый день, на радио Рокс новости, в студии Олег Соболевский. Кого хоть ёбнуть, ты чего там, звука не будет? Погибло, 96 человек раненых. Погибло 25, и 18 вроде еще пишут, неизвестно где. Мощность самодельного взрывного устройства, которым подорвали Невский экспресс, составила 7 килограммов в тротиловом эквиваленте. Тут я смотрю, блин, сегодня мусоров везде полно. Сейчас всю Серегу тормознут на этом черном Форде. А где Костька? Не знаю. Нету. На сегодняшний вечер в главклубе был запланирован концерт известной шведской прогрессив-метал группы Pain of Salvation. Вчера коллектив дал концерт в Москве, вечером должен был выехать в Петербург, однако из-за катастрофы Невского экспресса все поезда в северную столицу идут с большой задержкой. В результате музыканты не смогли прибыть в Петербург в назначенное время. Шкринов меня сегодня уже спросил, говорит, а сколько вы можете играть? Сегодня открывать концерт Pain of Salvation должна была группа Фергельтунг. Их выступление состоится в любом случае. Остается при этом вероятность, что позже на сцену выйдут и шведские музыканты. Об этом информация в интернете какая-то есть? А какая тебе там нужна информация? Ну что, типа шведов не будет. А какой смысл написать потише? Никто не пришел? Ну вот. Они до такой информации всячески тихорят. Может, нашелся долбоёб какой-то честный, который написал? Нашелся. Да? Это Соболевский. Да? Да, он на Роге написал. В общем-то, откуда я все это узнал. Когда именно музыканты прибудут в город, сказать сложно. Он написал, что вопросом концерт. Интересный концерт получается. Конечно, тоже контактируешь, чтобы знать, когда концерт сорвется. Заранее, чтобы предупреждали. Будешь контактировать с террористами, тебе его сорвут и так. Не, ну смысл того, чтобы отписали хотя бы на мыло. Да где надо будет заранее, там, парни, мы тут ебанем железную дорогу, так что вы имейте в виду, вам играть нужно будет часа 2. Готовьте материал. Шведов не будет. Да я слышу. Ну давай, да, мы, короче, не везем установку и не везем комбет. Потому что не надо. Да, потому что шведы там дико задерживаются, они, может, часов 9 приедут в лучшем случае. Организаторы концерта обещают, что группа Pain of Salvation в любом случае выступит в Петербурге, однако когда начнется концерт в 11 вечера, в полночь или позже, пока неизвестно. Я вот думаю, может, тарелки для шведов взять, труп будут клянчить. Вот это не забудь взять тарелку. Так что, мигалку не берем? Да можно берите, все берите. Ну давай возьмем. Без мигалки это все не выступление.
Ну как прошел теракт? В связи с чрезвычайной ситуацией на железной дороге вследствие террористического акта поезд из Москвы с группы Pain of Salvation был отправлен через Вологду. Стреляли, да? Да, так может их взорвали? Блин, нехорошо, нет, шведы наши. Я предлагаю просто выйти и представиться. Здравствуйте, мы группа. Pain of Salvation приветствует вас! Привет, Нижневартовск! Пить будем? Да. Ждите! Ну пошли. Давай. А меня? Лёх, такой. Котейшество ты где, кстати? Слушай, он какой-то дурацкий был. Кот дурацкий, когда у него баба какая-нибудь в гостях, он разговаривает не так. Он разговаривает вежливо. Будешь таким же рогатым. А мне? Смеется в канаве колесами в небо. Проданы меры. Невский экспресс. Мы с Женей путем логических заключений решили, что у тебя была баба тащим-то. Чего дома? Нет. Женя сказал, что какой-то дурацкий был, слишком вежливо разговаривал. Я проснулся только. Ты с утра всегда такой вежливый. Хотите поговорить с Костей по душам, звоните ему утром, пока он спит. Что в 6? Да, пока он еще хамить не начал. Можно выноситься на улицу. Опа! Ой, прости меня, если мы снимем. Как сообщают организаторы, группа Pain of Salvation сейчас в пути, и до Петербурга осталось около 250 километров. Они находятся примерно в 70 километрах от нас. Мы дождемся вместе группы Pain of Salvation. Я не хожу на концерты, или очень редко, потому что иногда не хватает финансовой возможности, иногда просто не найти компанию, которая бы тоже хотела с мной пойти. А одной я не могу пойти туда, потому что мне страшно, как-то там все кричат, прыгают, поднимают руки, орут, свистят, и волосами там, мне страшно, я же такая маленькая, вдруг меня с ногами вперед. Санкт-Петербург. Rocks News. Сегодня в России день траура. Страна скорбит по погибшим при пожаре в ночном клубе в Перми. На 24 часа приспущены государственные флаги, отменены развлекательные программы. В храмах Петербурга сегодня зажгли свечи в память о жертвах. К этому числу их число составило 112 человек. Владимир Путин, как ожидается, сегодня в первой половине дня посетит Пермь. По сообщению источников местной администрации, визит связан с трагедией в клубе «Хромая лошадь». Когда погибает много народу, траур надо соблюдать. Нельзя веселиться в день траура. И этот день траура испортил все наши планы. Должен был быть очень хороший концерт зажигательный, но его не состоялось. Траур – это личное дело каждого человека. Да. Потому что вот если тебе кто-то из-под палки заставляет быть печальным и скорбеть, то это как бы неправильно. Мы в это время были в туре, мы не знали. Я получил смс-ку от директора главклуба о том, что наш концерт 2 января в главклубе не состоится. Начались какие-то проверки в клубах и позакрывали. А я вам скажу трезвым голосом, это хреново. Да как же так вообще клубы закрывают? Очень хреново. Закрыли уже Fireball, главклуб. Командира, может, тоже закроют? Закроют все, потому что пожарные меры не соблюдаются нигде. Там всем наступит конец. Есть репетиционные базы хорошие. На репетиционной базе «Октава» мы будем устраивать пати, на которых будет специально играть группа «Айка». Мы будем играть на улице в переходе. И по квартирнике.
резиновая крыша, идеал резиновых изделий, совершенство извращенных мыслей, зарождение творческой идеи. Ну, противники малоосуществимы, понятное дело. Спешу после 10 минут, здесь будет милиция. Кремлевский зал Дворца съездов никогда не закроют. Никогда не закроют. Там, потому что тусит Медведев, и его не закроют. Придется там делать рок-концерт. Придется. Хотя безопасность очень важна. Блин, пусть театры закрывают, ё-моё. Там Мариинку пусть закроют, там тоже как бы пожарная безопасность. Там много этих багетов, на которых картины. Да, там как бы стулья горят, очень горят. стулья тоже синтетические, что, все сгорят, все сдохнут, короче. Да вообще все умрем! Смерть! Смерть! Ребята, мне страшно! Видите, те, кто за конец света. Раз, два, три, четыре, вот. 5. Когда я сдохну, я хочу, чтобы все бухали, гуляли и веселились. Потому что если есть загробная жизнь, то не для того, чтобы наблюдать какие-то кислые рожи. Вампиры. Мы питаемся энергией толпы. Концерт — это определенная атмосфера, это живой звук, это такое просто феерическое просто состояние. Потрясающие эмоции, чувства, нервы. Осталось недолго до закрытия метро, или все уже? Все, дальше остаемся здесь. Ну на хули сидим, отрываемся! Приходишь, и ты колбасишься. Это захватывает, это адреналин. Руки поднимаются вверх, там, сюда, там, пусти головой. С ним можно там что-нибудь крикнуть, там, вы говно, там, или еще что-то. Это всегда прикольно и позитивно действует на настрой на общий. Тусовка андеграундная своя, все друг друга знают, там одни и те же лица на концерте. Музыка в клубах играет далеко не первую роль на самом деле. Люди приходят сюда, тут пообщаться. Побухать, пиво пить. Ну, нет. Я прихожу, наверное, на концерте в надежде услышать ту музыку, которая станет кровью, которая бежит в моих венах. Она ходит на концерты из-за музыки. В ночной тишине молча кричит твой взгляд. Неудержимо меня тянет к звездам. Я вижу их призрачный свет. Он свят. К ним рано идти, к тебе поздно. Я воин, мой стиль, движение вверх. Я не боюсь ни победы, ни славы. Часть души ты отдаешь тем же музыкантам, которые тебе отдают часть души. И получается просто рок. Включайтесь! I really love to play shows. I like to be on tour, on a real tour, a long tour.
больше и выше настал. Да, все очень просто сказать. Мне тогда нужно повернуться по-другому. We have been touring around the world and doing like 100, 110, 120 shows a year. Still, I get phone calls from my mother, always worrying about, you're going to Russia again, isn't that dangerous there? No. В гастролях в Ижевске в далеком 93-м году у нас чуть не застрелили гитариста. Мы сидели в гостях на кухне, и вдруг кто-то выстрелил с улицы. Пуля влетела в окно и пролетела буквально в сантиметре где-то от его головы. У нас были разборки на гастролях с бандитами в те же самые кровавые 90-е, когда нас в городе Невель после фестиваля снимали со сцены и увозили на какую-то бандитскую свадьбу под пистолетами. Пригали нас там петь Цоя, пели Гребенщикова, Розенбаума, за что получили 2 пачки сигарет и жизнь. Just totally forget everything else. You forget the outside world, the whole world, the thing that you have in the bus, and you have cool people around you. Drinking beer and listening to rock and roll. Туровых автобусов с душевыми и саунами и с минетными комнатами, не знаю, чем угодно в России в широкой практике нет. Поэтому приходится отталкиваться от действительности. Здорово! Слушай, все правда больше, чем мы. У меня была еще больше. Блин, ну нафиг ты постриг ее. I talk. Sex.
Появились уже предложения насчет как бы и Европы, и, в общем-то, и по России съездить. Поскольку я сейчас служу, не имею права выезжать никуда, особенно за границу. Не в нашей стране, наверное, нам стоит заниматься металлом. Как раз перерыв в нашей деятельности где-то на год с лишним из-за того, что я стоял служить в армии. Даже не дали домой зайти, взять там зубную щетку, там человеку какую-нибудь. Надели на улице наручники и просто отправили. Приходит смс, код пиздец, меня забрали на войну. Ломанулся к нему туда в Новгород. На присягу. Нет, не на присягу. Вообще, когда ты вообще... Да, еще до присяги. Дух такой вообще голимый. Он ушел вот с такими волосами. Прихожу, лысый, весь комарами покусанный. 2 года, конечно, это много было. Многие идиоты становились. Многие спивались, как я. Пил каждый день. И один раз чуть не умер от пива. У нас у Уайтема никогда такой проблемы не было, никого в армию не забирали. За всю историю. Ну, кстати, тоже. Ну, и не заберут теперь уже тебя тут. Конечно, фанаты мечтают, чтобы любимые команды никогда не распадались. Но на самом деле выживают единицы. Остальные разваливаются, кто раньше, кто позже. Группа даже еще не успевает отыграть первый концерт, уже разваливается. Может быть, расходится понимание музыки. Эта тупая скотина до сих пор не умеет играть бластгиты на своих сраных барабанах. Может быть, финансовая проблема. Нужно бабло. Многим группам не хватает взрослого подхода. Приносит это деньги или нет, это все работа. Если кто-то будет там косячить или как-то отдаляться, ну, в итоге просто вылезет из коллектива. Может быть, связано, конфликт в группе случился. Кто-то там трахнул подружку своего басиста случайно. Басист про это узнал, набил ему рожу. После этого вокалист сказал, что я не буду играть с этими козлами. Все поссорились из-за женщины, но не из-за меня. Да, человеческий фактор. Почему многие группы держатся годами, я не знаю. Это просто какой-то... Просто как-то люди так подбираются. Неконфликтность внутри группы. 100% взаимопонимание. Общие цели, общие идеи. Все были просто заинтересованы в том, чтобы играть музыку вместе. Это самое главное. Не быть там упертым козлом. Не устраивать никаких дебильных Санта-Барбар, выяснения отношений, прочего дерьма. А с другой стороны, никогда не нужно быть взрослым. Только вот та вот инфантильность, вот то детство, которое у нас есть, оно поддерживает искру. Как бы коллеги не коллеги, но без личных отношений. Без какого-то элемента дружбы, наверное, ничего не получится. Если будет общение только в условиях репточки и концертного зала, будет мало толку. Мы массу времени проводим вместе. Между нами есть абсолютное понимание с полуслова. Должны быть очень теплые, плотные отношения. Выпивать, закусывать, парагузить. Группа — это, во-первых, семья. Веселая компания, с которой не соскучишься. Я, если честно, пока не знаю ни одной группы, наверное, значит, только вот Айтом я знаю, которая живет много лет и здравствует. Кто-то ловит какой-то кайф там от того, что он занимается бизнесом, флаг в руки этим людям. Они в этом крутые, а я вот занимаюсь музыкой, потому что, блин, это
Прикольно. Да я просто не знаю, как жить по-другому. Да я тоже. Я ничего больше другого не умею делать. Обычно все делают вообще. Проснуться с утра и не взять в руки гитару я не могу. Играю на барабанах, потому что это нравится мне. И это очень круто, что это нравится еще кому-то помимо меня. Мне нравится просто музыкой заниматься, в кайф. Это приносит мне ни с чем не сравнимое удовольствие. У любого мужчины должно быть безобидное хобби. Так существовать, мне кажется, вот в плане хобби, да, в плане андеграунда, это, в общем, то, к чему есть смысл стремиться. There's no underground or anything else, it's just a bunch of bands and some that get more airplay than the others. We're not rock stars, we're ordinary people that like to play music. А мы просто крутые чуваки. Андеграунд был, есть и будет всегда, и это самое интересное, потому что практика показывает, что андеграунд потом становится классикой. Они были одними из многих, просто которые действительно взяли и сделали, добились. Понятно, что у них вложили денег, понятно, что они сами приложили до хрена усилий. Но просто как бы у них, даже когда они не были суперзвездами, у них ломились люди на концерты, этот каверный клуб. Когда у нас возникают какие-то неурядицы, неудачи, немножко меньше пришло людей на концерт, чем мы хотели, немножко меньше альбомов продалось, чем мы хотели, мы всегда себе сами говорим, ну мы же это делаем для себя, конечно же, чтобы нам было приятно, а нам в принципе все равно, что кто там пришел. Но на самом-то деле, плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. И все мы, конечно же, мечтаем о стадионах, о минете в гримерке и о всем таком прочем. Я думаю, что вот если бы та же группа Металлика в свое время, если бы они не ставили с целью покорить мир, они бы, наверное, его и не покорили. Если какой-то доля идеализма, никакое дело не пойдет. Нужно быть как бы гореть каким-то делом, верить в него, если угодно. Но просто мечтать просто жестко о стадионах, там, миллионах долларов и чем-то, это просто вредно, потому что потом будет очень больно разочаровываться в этом. Но на самом деле надо задавать себе сразу высокую планку. У меня никогда не было цели стать знаменитым на весь мир и, да даже, не знаю, на всю Россию, на весь Санкт-Петербург. За 10 лет энтузиазма поубавилось, опыта поднабралось. В результате пришли к выводу, в принципе, музыкой стоит заниматься только ради музыки. И получать от этого удовольствие. Вот и все. Это то, что бежит по моим венам, это то, что я чувствую. И мне хотелось поделиться этим с людьми. Самый простой способ, и, наверное, и в то же время самый сложный, это сделать со сцены. И когда ты на сцене, ты людям отдаешь. Вот отсюда ты